Ройса несколько раз забирали из приюта и возвращали обратно, из-за чего его решили усыпить. Но этот пес как будто ждал того самого человека, которому не безразлична его судьба. Пес по кличке Ройс прошел через многое. Когда его подобрали на улицах Майами и отвезли в местный приют, он был весь в ранах, грустный и удрученный. После того, как Ройса подлечили, для него начали искать семью, но, к сожалению, его 2 раза возвращали обратно в приют. Думаю, что его брали по большей части из-за красивой мордочки. Но немногие знают, что за красивой мордочкой скрывается неуемная энергия и характер, к которому нужно найти подход, рассказывает Дэвид, нынешний хозяин Ройса. После нескольких возвратов, в приюте решили, что для пса будет очень сложно найти семью, и занесли его в список на усыпление. На страничке приюта сотрудники опубликовали фото Ройса в надежде, что кто-то все же захочет его забрать. Тогда его случайно заметил Дэвид. Мужчина проделал путь в 300 километров из другого города, чтобы спасти пса. Я увидел его, и он меня сразу зацепил. Я знал, что его шансы обрести семью невелики, и поэтому решил принять его в свою, говорит Дэвид. Помню, как волновался, что не успею приехать до закрытия приюта. Вот фото с первой встречи. Кажется, оба рады, что все сложилось именно так. Как только Ройс познакомился с новым хозяином, он не мог скрыть радости и волнения. Всю дорогу в новый дом он ходил туда-сюда по заднему сиденью машины и радостно улыбался. Дэвид не сказал своей жене, что собирается взять собаку, и когда они приехали домой, для нее это был сюрприз. Но по словам Дэвида, она сразу влюбилась в это очаровательное создание. Как только он забежал в дом, он сразу увидел теннисный мячик и принялся играть с ним. Ройсу так не хватало простых собачьих радостей. Но вскоре обнаружилась проблема: Ройс никак не уживался с другими домашними животными семьи, а особенно с кошками. Дэвид придумал самое оптимальное решение – перевести пса к своей матери, которая жила одна. К счастью, они прекрасно сдружились. Ройс удивительно привязался к маме Дэвида, и они проводят много времени вместе. Теперь особенный пес в безопасности, тепле и любви. Все, что ему нужно, это полный животик, уютная лежанка и хороший человек рядом, говорит Дэвид. Хотя мы не видимся каждый день, я всегда думаю о Ройсе и о том, как он изменил мою жизнь. Несмотря на все, через что он прошел, он остался жизнерадостным и полным любви псом.